Привет! До презентации гарнитуры смешанной реальности, Reality Pro, как ее сейчас называют, осталось совсем чуть-чуть. Как ожидается, 5 июня на сцену Стив Джобс Theater выйдет Тим Кук и начнет рассказывать о разработке, которую компания вела последние 7 лет. И вряд ли мистер Кук скажет, что эта MR-гарнитура далеко не тот продукт, который компания хотела бы представить. Но давайте начнем обо всем по порядку. Расскажу все, что известно про эту гарнитуру на сегодня. Подписывайтесь на канал, поехали! Все началось в 2015 году, тогда была создана команда, также известная как Technology Development Group. В ее главу встал бывший главный технологический директор Dolby Laboratories Майк Роквелл. Его наняли ради разработки дисплеев для носимого устройства. В скором времени к команде присоединяется группа промышленных дизайнеров во главе с Джонни Айвом. Топы Apple поставили задачу сделать ненавязчивые очки, которые можно носить весь день. При этом в очках должны быть экраны, которые привносят все прелести дополнительной реальности в наш мир. В 2017 году внутри компании пришли к мысли, что надо выпускать продукт уже к 2020 году. Торопиться имело смысл. Гарнитура должна была, если не заменить iPhone, то занять очень важную графу в списке доходов компании, принося ей до 25 миллиардов долларов в год. Первое время руководство Apple показывали шлемы вроде Samsung Gear VR и HTC Vive. Однако Тим Кук был непреклонен, нужна именно дополненная реальность. Он говорил: «Никто не хочет быть привязанным к компьютеру и ощущать себя замкнутым, сидя в VR-шлеме. Мы все социальные создания». Все шлемы или гарнитуры, не похожие на очки, подверглись критике главы Apple и всего руководства компании. За время создания гарнитуры инженеры вынужденно сталкивались с технологическими сложностями. Это привело к тому, что AR-очки превратились в то, что сравнивают с лыжной маской, и над этим работало более 1000 инженеров. Например, батарея. Apple хотела интегрировать ее в гарнитуру, но сразу появились два непреодолимых момента – вес и перегрев. В итоге Apple пошла на нетипичный для себя шаг – внешний аккумулятор. По размеру предполагается, что он будет похож на MagSafe Battery Pack. Что же касается самой компании, то в ней скептически относятся к продукту. Например, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федерики дистанцировался от разработки. Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи называл это скорее научным экспериментом, чем подготовкой массового продукта. Он предупредил, что разработка чипа для гарнитуры может отвлечь внимание инженеров от iPhone, флагманского продукта компании, который приносит Apple больше всего денег. И мы видим итог. Развитие систем на чипе, который Apple ставит в iPhone, действительно замедлилось. Однако, по данным Марка Гурмана, гарнитура получит один из самых передовых чипов. За время разработки команда разработчиков и команда Джонни Айва разошлись во взглядах. Первая хотела сделать VR-шлем, способный дать пользователям лучший игровой опыт, и он был подключен к базовой станции размером с Mac Mini. А люди Джонни мечтали о повседневных и автономных очках. В итоге последний проект победил. Итогом стало устройство под кодовым названием N301. По сути, это гарнитура виртуальной реальности с камерами. Они будут захватывать окружение и встраивать в эти картинки интерфейс операционной системы XROS, как эту операционку и назвали, и поддерживаемых приложений. При этом будет и внешний дисплей, который покажет глаза пользователей, чтобы люди извне не чувствовали, что с ними не разговаривают. Параллельно ведется разработка проекта N421. Это те самые настоящие очки дополненной реальности. Однако в этот проект также вкладывают деньги, но практически ничего не происходит. Например, в 2019 году компания не сдвинулась ни на йоту. В компании даже шутят, что разработка этих очков ведется, чтобы Тим Кук был счастлив. В итоге Apple приостановила развитие проекта N421, что практически похоронило их продукт. По ходу дела Apple снижала прогнозы поставок. Сначала был план 3 миллиона штук, затем этот прогноз снизился до 1 миллиона, а сейчас компания надеется продавать хотя бы 900 тысяч единиц в год. Для сравнения, айфонов продается порядка 200 миллионов штук в год. В марте представили готовый к выпуску продукт. Его показали сотни топ-менеджеров Apple. Это означает, что дальше аппаратных изменений не будет в компании и готовится к глобальной презентации.
Гарнитура стала гораздо больше, появился внешний аккумулятор, высчитали оптимальный вес этого аккумулятора, и итогом стала емкость, которой достаточно лишь на 2 часа работы гарнитуры. Из-за этого аккумулятор решили сделать заменяемым. Один из разработчиков заявил, что Apple надеется на сторонних разработчиков, которые дадут ответ на вопрос, зачем нужно это устройство. Еще он сказал, что на одной из презентаций хотели предложить ходить на вечеринки в этой гарнитуре и взаимодействовать с людьми. Странное занятие. Это насколько же надо быть оторванным от реальности, чтобы такое предлагать? В итоге компания будет продавать устройство по себестоимости. Цена составит порядка $3000 до уплаты налогов в США. В странах Европы и того дороже. То есть даже сейчас можно сказать, если продукт окажется интересным пользователям, которые пока не понимают, зачем нужна эта гарнитура, его можно назвать провальным по всем фронтам. Гарнитура не будет приносить деньги. На протяжении долгих лет она будет убыточной. Гарнитура не получилась такой, какой ее хотели сделать. Функции, судя по всему, не выглядят впечатляющими, чтобы нам не говорил тестировщик. С точки зрения пользователя это будет провал. 2 часа работы? Серьезно? Я надеюсь, съемных аккумуляторов будет хотя бы минимум 2 штуки в комплекте. Но, зная Apple, верится в это с трудом. Точнее, не верится совсем. Несмотря на очевидные проблемы, несмотря на нежелание инженеров выпускать тот продукт, который нам покажут 5 июня, Apple не останавливается. По данным Минчику, в 2025 году компания покажет сразу 2 гарнитуры, одна из которых может оказаться вариантом подешевле. Будущее MR-гарнитуры и ее гипотетическое превращение в настоящую AR, дополнительную реальность, будет туманно еще несколько лет. Как правило, Apple принимает решения о продуктах после выхода первого поколения, хотя еще перед его презентацией ведет разработку второго. То есть мы точно увидим это второе поколение. Но вот только в каких масштабах оно будет и не окажется ли второе поколение последним, узнаем позже. Проект очень важен для Тима Кука. Он, если в него не верит, то как минимум надеется, что MR-гарнитура станет значимым продуктом, в итоге будет приносить большие деньги компании. Что же касается операционной системы. Первоначально Apple называла операционную систему для шлема Reality OS, однако ближе к релизу нейминг сменился на XR OS. Компания уже зарегистрировала соответствующие торговые и словесные знаки по всему миру. Считается, что XR OS означает расширенная реальность. Это согласуется с тем, что в компании не хотят полностью отрезать пользователя от внешнего мира. Как я уже сказал, сама гарнитура будет иметь камеры, обращенные наружу, чтобы пользователи могли видеть все вокруг себя. XR OS станет сердцем будущего шлема. Она будет также обновляться, как iOS или macOS. У нее будет собственный магазин приложений с соответствующим API для разработчиков. Среди базовых функций Bloomberg называет игры, просмотр видео, кино, сериалов, шоу, фитнес, медитацию, спортивные трансляции, конференц-связь и многое другое. То есть сейчас мы целыми днями погружены в смартфон, а будем в мире виртуальной реальности. Также Apple сосредоточится на голосовом управлении через Siri, а также на поддержке взаимодействия с помощью ближайших iPhone, iPad или Mac. Однако команда разработки настолько опечалилась работоспособностью голосового ассистента, что размышляла над альтернативными методами ввода. Будут ли они, неизвестно. С помощью XR OS можно будет запускать приложения для iPad. Для этого предусмотрен специальный интерфейс. Так разработчики смогут не спешить с полной интеграцией своих программ и AR/MR шлема. Для пользователей macOS плюсом у гарнитуры станет возможность использования ее в качестве внешнего монитора для Mac. Вы сможете видеть экран компьютера и работать с помощью привычных клавиатуры и мыши трекпада. Связь через FaceTime будет центральным аспектом первоначальной версии XR OS. Сообщается, что Apple разработала новую версию FaceTime для гарнитуры, которая реалистично отобразит лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности. Пользователи смогут свободно переключаться между AR и VR. Сделать это можно будет с помощью аналога Digital Crown из Apple Watch. Это все, что известно на данный момент про эту гарнитуру. Сама презентация пройдет, скорее всего, 5 июня, в продажу она должна выйти ближе к концу года. Напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много новостей, обзоров и интересных материалов. Пока-пока.